Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Что ждет до конца января? События и неожиданности. Что произойдет? Что случится? Давайте с вами узнаем. И, возможно, это будет несколько неожиданно для вас до конца именно января месяца. Вот поэтому узнаем, к чему приготовиться или быть готовым, к чему все идет. И в основном на канале Астро Эспиратьоне мы смотрим с вами в наших прогнозах период на декаду. Но не все умещается в эти временные рамки. А иной раз, все-таки жизнь у каждого судьба какая-то своя, хоть и объединяет знак зодиака. Но это могли быть какие-то нюансы или детали открывшегося дела. Вот давайте узнаем, может быть, с какими-то новшествами или новыми сведениями. Тут что-то будет меняться, самое главное. И первую карту мы достанем. Что случится, что произойдет и вас удивит. С чем это будет связано? Но, тем не менее, неожиданности мы продолжим. Кто или что появится неожиданно? В конечном итоге вот эти две карты нам расскажут, к чему приготовиться или к чему идет какое-то дело или решение вопроса. Может быть, мы пока не видим. Как изменится ваша жизнь? Что будет меняться? А может быть, изменит вас самих? Что будет продолжаться в феврале месяце? Давайте заглянем в будущее немножко. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. И также, что же там случится, произойдет? Деньги на кону. Вот конкретно. Где-то нам говорят и об отдыхе. Ну, может быть, буквально у кого-то это вы где-то, ну, отдыхаете, может быть. И хоть период не совсем тут, да, подходящий. Чаще мы рассматриваем какие-то другие, может быть, летние месяцы. Ну, неважно, мы все разные. У кого-то и зимой, я знаю, случаются, да, когда 2 отпуска, 2 раза в год. Может быть, вы куда-то перемещаетесь, и вы просто отдыхаете. Я не могу сказать, что тут что-то происходит, да, вот так вот. Но, может быть, и карта говорит. У кого-то, допустим, было 2 работы, но вот сейчас или работа и учеба, да, тут тоже может быть где-то в одной стезе как будто послабление. Или как будто, может быть, и меньше работы, или меньше нагрузки, меньше занятости какой-то. Вот это тоже может проиграться, даже если никакого, увы, отпуска нет, все уже прошло, и вынужден работать. Тогда деньги. Вопрос финансовый может у кого-то стоять на кону. Ладно, что вас удивит? Может быть, именно денежная тема вас и удивит? Ого, получение денег. Рост доходов, получение помощи, получение каких-то бонусов, может быть, и материальных подарков, может быть, и какая-то возможность к вам приходит. Вы чем-то тут будете воодушевлены, это точно. Причем это будет касаться именно финансового вопроса. Он может решиться, ну, может быть, в какой-то категории или в какой-то вашей заданной траектории. Нам ведь не говорят о том, что ну вот все решилось, и теперь вот мы можем об этом не беспокоиться. Нет, более того, две девятки, я всегда говорю, это вибрирующее число перемен, и у вас их две. С одной стороны, тут, правда, финансовую какую-то историю вы можете исправить или останетесь, по крайней мере, довольными. Но карты предупреждают, что тебя это может даже удивить, но ты не удивляйся. Если у тебя сейчас дается возможность решить какую-то тему, финансовый вопрос, у кого-то с жильем, да, почему нет? Тоже где-то с финансами. А у кого-то это будет документ, какой-то отчет финансовый, например, да? Или с налоговой, или еще что-то. Ну, давайте будем реалистами. Но тут нельзя успокаиваться. Но вас приятно удивит, что, может быть, вы уже где-то разуверились. Смотрите, как здорово. У вас как будто фортуна вам сейчас помогает. Именно по части работы, финансов, каких-то правильных направлений. И здесь нельзя... Две девятки, что-то меняется, колесо фортуны меняется. Тут вы на пороге каких-то перемен стоите, причем таких, которые будут зависеть, вы точнее будете от них зависеть, внимание, именно от внешних событий, от внешних лиц, от какой-то обстановки. Но ведь это карта фортуна. Это всегда удача, победа, какая-то возможность. И поэтому почивать на лаврах нечего, как будто вот так. Тут даже если вы решили какой-то вопрос, ну, может быть, взяли передышку, да, то тогда какая-то может альтернативная тема к вам приходить,
или какой-то вопрос вас заинтересует, и куй железо пока горячо. Отложишь на потом, а потом прошло это уже потом. Поэтому старший аркан будет говорить еще и о том, что какие-то переменные вокруг вас. Может быть, это в обстоятельствах, у кого-то на работе, у кого-то меняется руководство на работе, у кого-то график, у кого-то коллега уходит, допустим, да, случайно, увольняется. А для вас это какой-то прогресс. Есть и предложение, может быть, по работе тоже. Вот мы можем подумать, что, а нет, не надо, вот у меня что-то стабилизировалось, и, в принципе, меня это устраивает. А тут нет, как будто вам пространство именно, как Вселенная, помогает для того, чтобы вы что-то стабилизировали и улучшили, мои дорогие. Давайте мы узнаем, кто или что появится неожиданно. Тема продолжается. Праздник после победы. У кого-то решаться, правда, ну, на какой-то процент, скажем так. Вопросы, которые касаются жилища, мои дорогие. Вполне вероятно, ну, и вы разберетесь с какой-то жилищной темой или, по крайней мере, для себя проясните, как же вам действовать. Я этого тоже не исключаю. Но все же тогда кто-то решает вопрос по работе, может быть, устраивается на работу. Тогда рассматривайте альтернативные варианты. Не ставьте перед собой табу. Вот будет так, а по-другому не будет. Рассмотрите, может быть, даже если вы искали, допустим, работу, потому что деньги, откуда к нам приходят деньги? Явно тут именно какая-то трудовая или жилищная история, но это все равно контекст финансовый. И мы тут не можем расслабиться. Нам как будто пространство, ангелы помогают для того, чтобы мы укрепили свое положение, а потом не просто упрочить его, а улучшить, понимаете, вот как задача, в праздник буквально превратить. Хотя я допускаю, что какая-то есть, появится неожиданно. Возможности какие-то появятся неожиданно. Нельзя замечтаться. Наверное, все то, что я долго говорила. Карта прокрастинации. Возможностей много, планов много. И нам кажется, ну, я вот сейчас. А нет, выбрать нужно что-то одно. Иначе мы можем застрять в этом выборе. Правильно оценить свои ресурсы, раз, свое время, свою энергию, насколько вы готовы глубоко как бы проникнуть в какое-то дело или детали дела, или работу, или в отношения, но больше все-таки тут дело. Насколько вы долго готовы продолжать и ресурсны для этого. Вот тут нужно, правда, чем-то определяться, не прокрастинировать, что или кто появится неожиданно. Ваша карта, мои дорогие, для кого-то из вас возможность какая-то приходит по части личной жизни тоже. И здесь смотрите, у кого-то может быть взаимосвязаны вопросы семьи, дома, работы, понятно, денег. Это как семейный бюджет. Вот тут может улучшиться. Вполне вероятно, это будет даже связано отчасти с конкретным человеком, вашим близким. Может быть, это вы будете радоваться за близкого человека, у него что-то получается, как деньги партнера. Я вот такого тоже не исключаю. Но король кубков нам говорят, что или кто появится неожиданно. Где-то неожиданности, они у вас будут в хорошем плане, со знаком плюс для вас строиться. И из разряда, когда вы с кем-то договариваетесь, да, на уровне взаимоотношений, и одновременно есть вторая стезя – это финансы. Вот вам нужно держать баланс между контактами, участием и финансовой историей. К чему это все идет? К чему же приготовиться? Но я больше не хочу тянуть даже карт. Карта победителя конкретно. Единственное, я вам скажу, это не то, что вот я сидел на заваленке, да, и ничего так и не предполагал, не предполагала, вот оно само мимо шло, да и меня нашло. Ну, ни разу такая история, наверное, в моих раскладах точно не проигрывается. Тебя никто не научит, да, это нужно научиться. Ты не можешь во всем настаивать, иногда нужно преодолевать. Преодолевать, причем собственные ошибки, правильно оценивая, что, ну да, вот тут я лопухнулся, будем говорить, а здесь я ошиблась. И это для нас дает возможность какого-то прорыва все равно. Вот этих, наверное, побед. Альтернативные методы, мои дорогие рыбы-рыбки, они совершенно необходимы. Жизнь меняет темп. Более того, в феврале, ну, мы вот посмотрим, конфигурация планет такова, что там что-то даже ускорится. Поэтому, кто знает, может быть, мы в конце января ни одна мысль не бывает случайно, ни одно предложение, ни одно событие, которое происходит вокруг вас,
Это, знаете, как подсказка, как знак судьбы. Поэтому вы люди интуитивные, анализируете где-то. И в этом, и, кстати, у вас что-то получается, ведь понимаете? Мы часто отказываемся загодя, даже не попробовав что-то, или сдаемся за 5 минут до успеха. Вот такое тоже бывает. Но настойчивость, она ведь разная бывает. Бывает ложное упрямство, а бывает и именно когда настойчивость, когда нам нужно даже, может быть, много работать, где-то успевать, да, и там, и сям, вот такое тоже бывает. Король кубков, он может говорить о том, что сам по себе даже вот этот баланс между эмоциями и тратой денег вам придется держать. Иначе мы рискуем тогда, прокрастинируя во что-то, вот взять, пойти, например, представьте себе в магазине. Вот глаза так вот разбежались, правда, 7 кубков. А нет, можем взять что-то одно. Ну, мы где-то так по наитию. Сейчас же все хорошо, дай-ка я прикуплю. О чем мечтала, да? А почему нет? У каждого такой соблазн. И это не совсем будет правильно, поэтому себя как будто в этом балансе сохранять придется. Более того, вот эта победа, она, может быть, строится из того, что вы в последующем, ну, вот как финансы, да, вы можете что-то изучать или осваивать какую-то новую специальность. Скорее всего, эта победа, она, опять же, заслуженная, и поэтому тут нужно будет что-то продолжать. Самое главное, карта говорит, вот эту победу, если ты ослабишь внимание, ее как не было. Потому что мало достичь какой-то высоты или мало что-то получить, а ты попробуй сохрани. Вот для вас такая задача — сохранять все то, что приходит в январе, как возможность. Приумножать, как изменится ваша жизнь. Учеба, правда. У кого-то, может быть, даже у вас одна учеба есть, и вот вы решаете второе, может быть, образование получить. Или пусть это какие-то дополнительные курсы. Или вас что-то может заинтересовать. Мои дорогие, не наступайте на горло собственной песни. Работа в команде. Правда, у кого-то может быть и дополнительная работа. Но есть вот именно материализма вопросы какие-то. Нам только об этом и говорят. Несмотря на то, что девятка кубков вроде эмоции. Поверьте, иногда я называю картой эгоиста не случайно. Потому что именно финансовая какая-то история стабилизировалась. И если мы в классических колодах посмотрим на колоды, там всегда человек, вот он собой доволен, да? Откуда этот эгоизм? А фон такой черный всегда, темный, мрачный. А это именно потому, что вот мне сейчас хорошо, и идите вы все лесом. Ну вот как-то так. И я не говорю, что это плохо. Иногда так абстрагироваться очень даже полезно. Но на какой-то промежуток времени не подзастрять. Может быть, и дать себе отдых, но за время этого отдыха мысли в порядок привести, потому что любая тройка — это карта будущего. Для кого-то из вас тут именно через обучение, через работу в команде, через изучение каких-то новых навыков, скиллов приходит прогресс, мои дорогие. Как и меняется ваша жизнь, как изменится ваша жизнь. Вот это расклад. Такое редко бывает. Ясность наступает, это точно. Более того, тот выбор, который до конца января у вас проходит, те перемены, может быть, даже это связано с внешними событиями. Поверьте, каким-то образом на вас это пытается оказывать влияние, чтобы вы сделали, опять же, какой-то важный выбор, внесли ясность и впустили вот это солнце в свою жизнь. И вы этим будете заниматься последующие как минимум 6-8 месяцев. Что-то изучать. Может быть, к чему-то адаптироваться, пробовать себя. Может быть, это как новая общность, новый коллектив. Или новые люди в вашем уже известном коллективе. Новый, может быть, руководитель, но как новая метла по-новому метет, и вам придется где-то, ну, как о себе заявить заново, да? Новый человек нас не знает. Самые разные направления, ну и возможности. Что же на февраль? Отшельник. Как ни странно, карта одиночки, правда? И у кого-то на февраль кто-то уйдет с головой, правда, в изучение, обучение, в работу, в какие-то новые возможности. Может быть, и занятость будет, но вы в этом видите смысл. Я более того вам скажу, я вот люблю эту карту за очень важный посыл. Никто не мешает. Вот для меня это звучит волшебно. Может быть, для кого-то из вас. Вот здесь вам, правда, на февраль никто не мешает. Но все то, что выпало еще в январе, может быть, знаете, ведь у кого-то это может быть в течение одного дня. Вот как-то так быстро разворачиваются события. Но тогда для вас какую-то траекторию вам в феврале придется держать. Вот к этому приготовьтесь.
Это карта независимого человека. Может быть, кто-то финансовую независимость отстраивает, кто-то через работу, да, вот тоже не финансовая где-то, но и карьеру строит, да, чтобы подняться, ну, по лестнице иерархии. Не просто быть работником, да, который принеси, подай, а потом иди не мешай, а когда вы сами отдаете какие-то распоряжения. Для кого-то это очень правильно будет, кстати, должна сказать. Ставьте перед собой высокие цели. Тут прям какая-то миссия у вас начинается, мои дорогие любимые. Рыбы и рыбки. И, казалось бы, да, рыбы и рыбки. Эмоции. Нет, финансы, мои дорогие, скорее всего. Или какие-то ваши почести, заслуги. Кто-то может поменять вообще ракурс направления. Может быть, сначала это была как дополнительная работа, дополнительный заработок, или вы рассматривали как какой-то вариант. Так вот, в феврале вы еще какое-то решение будете принимать, потому что, может быть, вы что-то успеете попробовать до конца января, или вы с чем-то определяетесь. Как будто уже настало время делать выбор. Вот правда, карта выбора. Мы, может быть, долгое время не могли этот выбор сделать, или мы не могли найти выход из какой-то сложной ситуации, а здесь вы его нашли. Но отшельник, он никому ничего не доказывает. Посмотрите, карты 2, где нам показаны, ну, вот по одной персоне. Тут правда нужно надеяться на самого себя. Для кого-то из вас работа будет связана конкретно с командировками, переездами. И тут тоже как будто один на один. Тогда будьте готовы к любого рода неожиданностям. Что же будет продолжаться на февраль? Что ждать? Рыцарь кубков, вам это будет нравиться. Даже если вот, смотрите, вам предлагают работу с какими-то перемещениями. Может быть, вы и раздумаете. А я так думаю, сказать себе, почему бы и нет, взять и попробовать. Может быть, для кого-то из вас это будет, я такое тоже допускаю, как и новое знакомство, кстати. Вы меняете работу или вы меняете, начинаете учиться, или как у вас решается какой-то вопрос, и для тех, кто один или одна, вполне вероятно, вот кто в одиночестве, да, то тогда есть возможность завершить, выйти из одиночества. Может быть, даже для тех, кто в паре, мои дорогие, кто встречается. Тогда вы тоже как будто можете изменить статус. Если вы до этого времени именно встречались, но не могли проживать вместе, то тут вы всерьез задумаетесь, что есть какие-то варианты. Или, по крайней мере, вы видите, какие варианты нужно рассматривать. Карта совет. Шикарный расклад. Аркан влюбленный. Сепарация только иллюзия. Но тут нельзя. Повторюсь, все-таки аркан-отшельник тут будет немножко на своей волне. И рационализм, безусловно, он вам необходим. Как только соскользнешь на какие-то эмоции, ну, так тебя и не в ту сторону поведет, да, сразу вот эта семерка кубков выползает. Но договариваться придется, может быть, как раз в вашей коммуникации, мои дорогие, если вы захотите, вы ведь большие эмпаты. Вы люди, которые чувствуют других людей. Это очень важное качество. Вы именно чувствуете. Для кого-то из вас это может быть, знаете, как через психологию может быть прорыв. Я должна сказать, как это конца 2025, так и для многих из вас 26-й, 27-й, 8-й год, да, туда вот дальше. Если есть у вас желание, да, вот именно психологией, коучингом заниматься, вы очень больших высот можете в этом добиться. И именно благодаря своей эмпатии, интуиции, ну, какому-то врожденному чувству мудрости и умения чувствовать людей даже до того момента, когда он открыл рот. Вот прямо так хочется сказать. Потому что именно это вам все помогает. Как объединение сложных людей, да. Нам на аркане влюбленные. Это правда, это тоже где-то и выбор, мы уже об этом говорили. Поэтому выбор делать придется. Но тут ведь не выбор, когда мы что-то рвем. Вам нужно что-то объединить, мои дорогие. Вот как будто бы так. И у вас все получится. Объединить и продолжить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я вас благодарю за вашу душевность, за ваше тепло, за искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы читаете мои публикации, и я оставлю все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.